Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео по вашим многочисленным просьбам и я буду тестировать золотисто-зеленую четверку теней The One. И также расскажу вам про появление нового оттенка у линейки адаптивных консилеров. Все это покажу на себе. Если вам это интересно, поехали. Давайте начнем с консилера, чтобы сразу наносить на веки. Напомню вам, что уже было два оттенка в палитре. Это холодный фарфоровый и естественный беж. И вот появился внезапно третий оттенок, теплый беж. И это умный интеллектуальный консилер, который невесомый, но при этом хорошо скрывает несовершенства, темные круги под глазами. В нем технология Skin Response, разработанная для адаптации к влажности воздуха, чтобы кожа выглядела безупречно на протяжении 30 часов. Протестировано на потребителях. Представляю себе женщин, которые нанесли консилер и 30 часов находились с ним. Он не скатывается, не течет, никуда не девается, независимо от того, что ждет вас в течение дня. Пару слов об уникальной технологии Skin Response. Она применяется и в тональных основах у Oriflame, и также в новинке губных помад. Там она называется Lip Response. Это такая технология, которая берет влагу из воздуха и адаптируется к окружающей среде. Ваша кожа синхронизируется независимо от того, в каких условиях вы находитесь. Когда воздух вокруг вас содержит влагу, то динамическая технология поглощает ее, а когда воздух сухой, она помогает сохранить естественную влажность кожи. На первые два оттенка у меня есть обзор. Давайте же сейчас протестируем вот этот теплый беж. Выглядит в футляре он практически так же, как и предыдущий 90-й оттенок. Естественный беж, но давайте сравним на руке. Теплый беж, песочный тон хорошо подойдет девушкам с более смуглым тоном кожи, также тем, у кого ярко выраженный теплый подтон, может быть даже и светлый, но вот такой уходящий именно в песок. И если мы сравним даже с естественным бежевым, не с холодным фарфоровым, который вообще очень светлый и яркий, а просто с естественным оттенком, который для меня лично абсолютно сливается с моим тоном кожи, то мы видим, насколько естественный оттенок светлее, насколько он нейтральнее, чем тот, который сейчас вышел тон в каталоге Oriflame. Нанесу естественный беж, к которому я привыкла, на нижнее веко, а новиночку я хочу нанести на верхнее веко и сделать подложку для теней, потому что этот консилер можно использовать в качестве праймера. Оттенок у нового консилера теплый, золотистый, и он, мне кажется, должен идеально подойти под новую четверку теней. Для начала давайте просто нанесем консилер на веко. Можно наносить вот такими точечными движениями, можно провести полосу. Это уже на ваше усмотрение. Вот, смотрите, естественный беж, насколько он светлый. И теперь теплый беж в качестве подложки праймера. Вот, смотрите, насколько рыжее, темнее. Вот этот оттенок, новинка. Ну, знаете, что интересно? Вот сейчас начал фиксироваться консилер, я еще его не растушевывала, и оттенки гораздо ближе становятся друг к другу, чем когда я делала сводч на руке. Фиксируется мгновенно, поэтому начинаем растушевывать, и более светлый оттенок я растушевываю вбивающими движениями, не дохожу где-то 5-7 миллиметров до линии роста ресниц, для того, чтобы консилер выглядел естественно и высветлял именно область нижнего века, а не забивался в мимические морщины, в складки. Хотя, в принципе, вот этот консилер очень хорошо себя ведет, он достаточно пластичный, и у меня он в складочках не собирается, но все равно на всякий случай я не рискую и наношу его чуть-чуть ниже. Ну, в принципе, так и по правилам надо делать. И теперь беру другую кисть и новиночку вбиваю также в область верхнего века.
можно даже оставить как такие светло-светло-бежевые тени. Ну, наверное, он потом впоследствии зафиксируется, хотя я вижу небольшой такой бежевый оттенок. Выглядит очень естественно, можно так и оставлять. Сейчас, когда я вбила консилер в кожу и он зафиксировался, оттенки стали практически идентичными. Единственное, чуть-чуть есть небольшой бежевый отлив у теплого бежа, но если мы опять посмотрим сводч на руке, который зафиксировался, если не растушевывать, не вбивать, то очень яркие полоски, которые сильно отличаются одна от другой. Давайте я оформлю второй глаз и перейдем к нанесению теней. Кстати, если говорить о коррекции внутреннего уголка глаза, чтобы убрать здесь тень, все-таки лучше выбирать консилер посветлее, потому что теплый беж все равно оставляет тень. Темноват он для такого применения. Итак, подложку для теней мы сделали. Можно переходить к макияжу век с помощью четверки золотисто-зеленых теней для век. Уже до этого у нас вышли 3 таких квадрата, как называет их Oriflame, палетки теней. Мне они очень нравятся, и все 3 я использую периодически. Это таупово-сиреневая 44810, серебристо-серая 44811 и 44813 сливово-розовая. И вот у нас новиночка 44812 золотисто-зеленая. Давно уже она гуляет по иностранным каталогам и добралась до нас. Здесь мы видим 4 оттенка. Я буду делать макияж по схеме классическая, которую предлагает Oriflame. Посмотрим сейчас, что из этого получится. Здесь мы видим все-таки тщательно подобранную комбинацию, которая идеально подойдет и для дневного, и для вечернего образа. Можно использовать каждый оттенок отдельно. Здесь 2 матовых и 2 мерцающих. Можно комбинировать и создавать любые фантазийные схемы, которые вам захочется. Мне задали вопрос в комментариях, можно ли использовать один из оттенков в качестве тона для бровей. Специально брови сегодня не красила, буду наносить и вместе с вами узнаем. В этих четверках высокопигментированная формула, эффектный насыщенный цвет и в матовых и в мерцающих оттенках, и также специальный комплекс, который разработан для обеспечения длительного ношения. Абсорбирующие порошки помогают продлить срок макияжа, а также придают формулам мягкую гладкую текстуру. Можно эти тени использовать и влажным, и сухим методом. Ну, сегодня давайте я буду наносить сухим для чистоты эксперимента. Итак, мы берем первый оттенок, который, мне кажется, лучше использовать для бровей. Вот этот матовый темный тон. Мне он кажется очень естественным, кстати, и неплохо смотрится, и ложится, не пылит. В этих тенях нет зеркала, нет кисточки для бровей, поэтому вы берете свои кисти. Ну, надо сказать, оттенок прямо вау. Девушка, которая мне задала вопрос, сказала, что она темненькая, ей сложно подобрать, но мне кажется, что блондинкам, конечно, нет, а в принципе средний такой оттенок волос, средней темноты и темнее, мне кажется, что всем подойдет. Я даже сама буду использовать этот оттенок для бровей, потому что мне нравится его естественность. Давайте посмотрим вот этот первый тон на пальце. Он очень плотный, он очень матовый. Если мы будем его переносить на кожу, то выглядит, как будто бы он немножечко с проплешинами наносится. Но это потому, что рука, во-первых, не очень ровная, а во-вторых, я наношу пальцем. Я беру кисть и делаю сейчас основу на подвижное веко для того, чтобы потом положить сверху еще сюда 4-й тон. Сразу же у взгляда начинает появляться выразительность и хочется перейти к следующему, второму оттенку. Он тоже матовый, но уже бежевый, достаточно светлый, и предлагают нам по схеме сделать этим оттенком тень в складку века, что я сейчас и делаю. В принципе,
принципе, можно вот эти два матовых оттенка оставить как вариант дневного макияжа, потому что они очень нейтральные. Если вы будете наносить сухим способом, то просто подчеркнут ваш взгляд и сделают его чуть более выразительным. Если вы хотите поинтенсивнее оттенки, то тогда вам нужно наносить уже мокрым способом, влажным, и тогда у вас все оттенки, они приобретут глубину. Теперь я беру третий оттенок, который здесь явно выраженный золотистый. Смотрите, на пальце просто у нас здесь золото. Наносим на руку, очень здорово переливается, очень мягко ложится. Здесь гладкая, шелковистая текстура у этих теней. Все-таки у матовых и шиммерных оттенков отличается нанесение. Здесь уже сразу чувствуется такая гладкость, и предлагает нам по схеме нанести этот золотистый оттенок на внутренний уголок глаза. Ну, давайте посмотрим. Обычно я в макияже не трогаю внутренний уголок, либо немножко его высветляю. А здесь предлагают положить вот такой вот ярко выраженный золотистый цвет. Возможно, для того, чтобы придать взгляду игривость и выразительность. Здорово ложится, действительно очень пигментированный оттенок. Если матовые оттенки надо было чуть-чуть подтушевать, хотя они тоже очень неплохо легли, но у них была меньше пигментации в сухом нанесении, то вот здесь в золоте даже в сухом нанесении пигментация сохраняется очень ярко, и цвет наносится идеально. Если вы ищете золотистые тени с плотным покрытием, обратите внимание на эту палетку. И у нас остается здесь еще четвертый оттенок. Самый интересный. Когда я в своем телеграме Баблик показала сводч на руке, то девочки мне даже написали: он что, дуохром? И мне тоже кажется, что здесь вот этот оттенок, который еще гуляет по интернету под названием перидот, такой хризолит, знаете, зелено-золотистый. Еще этот цвет называют цветом денег, потому что здесь и зелень у нас шуршащая, и золото в этом оттенке объединяется. И когда мы смотрим в палетке, то видим просто вот такой зеленый, очень благородный, дорогой цвет. Если мы нанесем его на палец, то уже увидим, как в нем отливает золото. Когда перенесем на руку, то эта зелень начинает отливать уже золотом очень ярко. Предлагают нам покрыть этим четвертым оттенком все подвижное веко. Очень здорово тушуется с золотым, который я наносила в внутренний уголок глаза, и становится взгляд такой прям очень выразительный с этим оттенком. Он все-таки здесь ключевой, играет главную роль. Нанесение очень гладкая, мягкая, сама текстура, она у теней прямо шелковистая. Сейчас я хочу вот этот зеленый оттенок также положить по линии нижней роста ресниц, для того, чтобы оттенить макияж. И чтобы я еще добавила, это коричневый карандаш на внутреннюю линию роста ресниц, совсем чуть-чуть, потому что он прямо здесь просится, он идеально пишется в эту цветовую гамму. Также я хочу взять самый первый оттенок для того, чтобы усилить, затемнить складку века, на другом веке тоже, подвести первым оттенком также нижнее веко. Я беру второй оттенок, самый светлый, для того, чтобы растушевать границу и нанести его под бровь, для того, чтобы выровнять уже полностью весь макияж. Я не знаю, может быть, кто-то научит вас делать по-другому. Я иду за своей интуицией и наношу по схеме и дополняю различными акцентами, такими, как мне хотелось бы. Ну и, конечно же, Giordani, феноменально объемная тушь, потому что какой макияж глаз без нанесенной туши. Глаза стали однозначно ярче и выразительней. Сами тени ложатся гладко, и
яркие, на веках выглядят шелковистыми. Если вы ищете палетку именно в золотисто-зеленых оттенках, обратите внимание на новую четверку от The One. И не забывайте наносить консилер на нижнее веко для того, чтобы придать свежесть взгляду, и на верхнее, чтобы добавить стойкости вашему макияжу. Если вам был интересен и полезный обзор, то ставьте лайк под этим видео. Пишите обязательно в комментариях, как вам новая палитра оттенков. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение, посмотреть новые видео на нашем канале с самыми первыми. Пока-пока!